Друзья, приветствую вас! Дневной обзор. Давайте рассмотрим, что происходит на рынках и что ждать, что готовит день, оставшийся нам по движению цен на доллар, рубль, нефть, золото, серебро и другие активы. Так, давайте календарик событий посмотрим. Ну, здесь, что примечательно, не очень хорошие данные вышли по ВВП еврозоны. Ну, не сказать, что уж совсем плохо, но тем не менее, то есть роста нету, снижение больше, чем предполагалось, чуть-чуть. Но, тем не менее, зато рост сальдо торгового баланса. Рост сальдо торгового баланса – это, как правило, позитив для национальной валюты, но в данном случае для евро. Так, ну и сейчас идет подведение итогов правления Трампа, что получает какое хозяйство Байден в руки. И, по сути, многие эксперты признают, что политика экономическая, проводимая и политическая Трампом, которую назвали трампономика, она по сути не привела ни к какому положительному результату. Суть этой политики сводилась к двум вещам. Первое – это создание налоговых преференций для крупного бизнеса, для богатых людей, снизили налоги, это привело к росту фондового рынка. Ну, здесь как бы бенефициарами стали в том числе и простые люди, потому что в Америке многие, точнее практически все население, большая часть, они инвестируют в фондовый рынок. И поэтому за счет того, что уменьшили налоги, начался приток на фондовый рынок крупником, этот процесс позволил увеличить благосостояние и простым американцам в значительной степени. При этом проводилась изоляционистская политика, которая заключалась в том, чтобы создавать препоны для поступления товаров на американский рынок, всевозможные санкции вводить, особенно это Китая коснулось. Вот. Но тем не менее это не привело к восстановлению экономики Соединенных Штатов, и даже наоборот это привело к тому, что ухудшился платежный баланс. То есть цель была какая? Во-первых, провести позитивное влияние на экономику, увеличить экономический рост, сократить дефицит платежного баланса и улучшить ситуацию в стране. Но здесь это привело к тому, что фондовый рынок вырос, отчасти благосостояние выросло, но те экономические проблемы, которые стояли перед Соединенными Штатами, они были не решены. Возникшая изоляция, которую усугубил и развил Дональд Трамп, она привела к тому, что Соединенные Штаты уменьшили свое влияние как мировой лидер, потому что изоляция мирового лидера, она не приводит к тому, что он в большей степени влияет на мировую финансовую, политическую систему и наоборот указывает на его слабость, желание запереться и самому остаться один на один со своими проблемами. Вот. Разумеется, такой подход никаким образом себя не оправдал, и с моей точки зрения, результаты правления Трампа, они, в общем-то, значительно хуже, чем могло бы быть, если бы кто-то другой занимался решением этих вопросов. Конечно, говорить, что вот там все это сделал Трамп, он такой плохой, нехороший, некомпетентный, это неправильно. В Америке президентом может быть хоть актер, пример Рональд Рейган. У него есть команда экспертов, специалистов, которые все разрабатывают, все подготавливают, а он выступает просто неким маячком, флажком тех процессов, которые предполагается проводить. Так вот, та ставка, которая была сделана на трамповскую политику, на трампизм, кстати, под нее весьма эффективно и полноценно подходит его такой стиль экстравагантный, внезапного такого поведения, там, создания конфликтных ситуаций, отступил, напал. То есть вот это все, оно останется как, ну скажем так, воплощение агрессивности экономической и политической внешней политики Соединенных Штатов. Тем не менее, это не привело к успеху. Это привело к тому, что действительно развился изоляционизм. Это способствовало тому, что проблемы экономические, они усугубились не только в Соединенных Штатах, а во всем мире. Надо было лучше изучать учебники по экономике и истории, с чего, точнее, не начался, а как развивался и усугублялся кризис, который возник в 1929 году. Все началось с изоляционизма, точнее с того, что экономические проблемы, которые стояли перед странами накануне мирового кризиса, решили разрешить тем, что начали вводить пошлины
развивать изоляционизм, нарушали цепочки и доступ товаров на другие рынки. Все это привело к краху 29-32 года. Вот. Но, видимо, человеческая природа такова, что человек и грабли созданы друг для друга, и каждый раз, подходя к такой же ситуации, как были в 20-е годы, возникает такая мысль, что а в этот раз все по-другому, в этот раз все будет не так. Вот мы немножко прикрутим фитиль Китаю, немножко прикрутим фитиль германским машинам, там на Volkswagen бучу поднимем, на Deutsche Bank поднимем бучу. И все это способствует тому, что наши компании будут чувствовать себя лучше. Но это тут же нарушает баланс, тут же ухудшает конкурентное положение. И мало того, прилетает ответочка и со стороны Китая, и со стороны Евросоюза. А подобное взаимодействие, оно приводит к тому, что нарушается поток товаров и услуг. Поток товаров и услуг – это залог развития мировой экономики. То есть, если он нарушается, то он имеет под собой это нарушение взаимное воздействие и приводит к тому, что все мировые процессы начинают еще больше стагнировать. Итак, Трамп, результаты правления привели к тому, что платежный баланс Соединенных Штатов еще ухудшился, то есть ставили цель его уменьшить. Вначале он вроде как начал уменьшаться, потом тренд начал меняться, и сначала действительно были позитивные изменения в начале 2020 года, но потом все это дело откатилось на фоне коронавирусной инфекции. Вот. Но на самом деле здесь надо четко понимать, что в 2019 году прошла просадка мировой торговли. Просадка мировой торговли началась, с моей точки зрения, как кризис перепроизводства товаров и услуг, но не будете вы каждые 3 месяца покупать новый iPhone. И реакция на это перепроизводство, которая начала проявляться в том, что Соединенные Штаты, да и ряд других стран начали вводить изоляционистские меры, то есть ограничение доступа иных товаров и услуг на свои рынки. И мы получаем то, что получили в конце 20-х годов 20 века. Но только тогда не было печатного станка, который все заливал деньгами, а сейчас такой волшебный печатный станок его все-таки разработали и воплотили в жизнь. Ну и по сути Трампу придется решать вот эти все проблемы, наследие Байдену придется решать все эти проблемы, наследие, оставленное Трампом, ну и выводить страну и мировое сообщество из кризиса. Поскольку протекционизм провалился абсолютно, это видно из того, что происходит с платежным балансом Соединенных Штатов. И коронавирус, по сути, он просто усугубил, обострил те проблемы, которые лежали в экономике. Вот. Сейчас в связи с изоляционистской политикой Соединенных Штатов начинает обороты процесс, связанный с интеграцией Азиатско-Тихоокеанского региона. На эти выходные планируется заключение крупнейшего торгового соглашения между Китаем и другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона. То есть они хотят убрать либо максимально снизить торговые барьеры и доступ товаров и услуг на рынке друг друга. И, соответственно, принятие такого соглашения, как вы видите, Соединенных Штатов здесь нет, хотя это тоже страна Тихоокеанского региона, приведет к тому, что будет более сильная интеграция вокруг Китая, и в Тихоокеанском регионе ослабнет влияние Соединенных Штатов. Соответственно, здесь Байдену надо будет очень энергичные меры проводить для того, чтобы либо как-то встраиваться в эту систему, либо как-то пытаться ее ослабить. Потому что эта система, конечно, она приведет к еще большему усилению экономической и политической мощи Китая и к усилению китайской экспансии в этом регионе. Так что весьма-весьма тревожный звоночек для Соединенных Штатов, и как раз в момент смены президентской власти. Так, друзья, давайте теперь про российские новости. Так, по российской отчетности «Газпром» показал 600 миллиардов убытка за 3 квартала 2020 года. Это, конечно, очень мощно. И выручка снизилась на 21%. Поэтому не удивляйтесь с тем, что происходит с акциями «Газпрома». Так, сегодня вышла квартальная отчетность «Газпрома». В «Газпроме» рассказали, как будет достраиваться «Северный поток-2». К сожалению, я так и не нашел ответа на вопрос, не как он будет достраиваться, когда он будет достроен и введен в эксплуатацию.
Если у вас такая информация есть, то тогда пишите, пожалуйста, в комментариях под видео, разберемся и посмотрим, что там да и как. Вот, потому что, конечно, интересно было бы узнать именно планируемые сроки завершения указанной процедуры и начала генерации, транспортировки газа и, как следствие, денежного потока. Так, друзья, давайте начнем с Газпрома. Он сегодня у нас именинник. Вот. Что здесь я могу сказать? Ну, цель движения 184, мы к ней идем. Наиболее вероятно, что в ближайшее время эта цель будет достигнута и отработана. Дальше все зависит от того, как он будет закрепиться, не закрепиться вот в этом диапазоне, который находится над 184. Это недельный таймфрейм. В принципе, его очень мощно распродали. Сейчас уже нагнали Сбербанк. Сбербанк очень сильно вырастили, и теперь ну как бы все карты в руки для того, чтобы подзагнать и Газпром. У Газпрома вот ближайшая цель 184. Я думаю, высока вероятность того, что она уже вот скоро будет отработана, и дальше у нее цели находится движение повыше. Так, ну вот в самое ближайшее время, если не разразится очередной обвал, вполне как бы по Газпрому на следующей неделе, может быть даже сегодня, цель движения 184 и потом попытка сходить на 194 с половиной, 195 вот сюда вот. На самом деле, конечно, Газпром очень сильно раздавили, и у него сейчас есть все основания для того, чтобы отскочить. Я не призываю на всю котлету там накупать акции Газпрома в ожидании пенсии, что он когда-то вырастет и будет стоить 1000 рублев. Вот. Здесь я вижу в долгосрочной перспективе массу проблем у этой компании, но здесь, просто исходя из логики рынка, его очень сильно раздали. Сейчас все начало отскакивать. Сбер у нас уже очень хорошо отрос. Обычно из предыдущей практики, которая была ранее, они были конкурентами по перекладке денежных средств, поскольку Сбер уже нагнали. Но на самом деле у чего, а у Сбера в перспективе, когда будет завершение кризиса, у него действительно нету потолка. Но сейчас может быть вполне перекладка на следующей неделе и рост по Газпрому. 184 и 194, вот две цели, которые приходят на ум. Что касается перспектив ближайших, здесь вот у нас 170 маячит на горизонте. Пробитие 170, оно приведет к тому, что весь этот рост сходит на нет и начинается снижение. Вот. Если 170 пробиваем, то очень быстро может быть достигнуто значение 155. Вот я ранее говорил, что он скорее всего сходит очень похоже на 155-158. Сходил он в этот диапазон, даже сделал ложный пробой. Вот. И после этого все-таки здесь его начали скупать. Ну, что-то надо скупать, какую-то игру вести, перекладывать из одного актива в другой. Сбер уже нагнали, соответственно, надо что-то другое, тоже ликвидное, надуть, а потом сдуть. Вот, поэтому здесь, конечно, велика вероятность, я думаю, в ближайшее время движение вот сюда и сюда. Ну и стоп, я так предполагаю, 170. Вот пробитие 170, 168 ломает всю эту формацию волшебную. Так, друзья, далее давайте индексы посмотрим. Ну, у нас по Америке все нормально. Сегодня отскочили, забрались на 3550. О чем это говорит? Это говорит о том, что высока вероятность того, что неделя закроется выше 3550. Немножко, конечно, смущает вот эта формация, типа падающая звезда. Вот. Но тем не менее, если вот этот уровень 3550 будет удержан на следующей неделе, нас ждет в ближайшие дни новогодние ралли и безграничный рост. Вот. Но если будет пробой и возврат к тем уровням, которые обсуждали, в частности у нас вот два вот этих камня преткновения, то тогда, увы, роста мы не получим. Так, друзья, далее VIX, дневной таймфрейм. Но смотрите, сегодня он падает. Вчера он пытался отрасти, этот рост захлебнулся, но я обращаю ваше внимание, что вот эта формация на текущий момент, на дневных таймфреймах, которые имеет место здесь быть, она указывает на то, что здесь наиболее вероятно формируется разворот с целью роста на 38, как минимум. Так, NASDAQ сегодня хандрит, но вот 4-часовой таймфрейм по NASDAQ от текущих значений либо сейчас будет разворот и отскок на 11890, или если сейчас вот это движение усугубляется и будет пробитие
11635, 11685, то в этой ситуации мы увидим просадку. Цель этой просадки будет движение вот сюда, вот на 11500. Так, далее DAX, дневной таймфрейм, немецкий фондовый индекс. Ну смотрите, здесь он остановил падение. И судя по всему, вот эта разворотная формация, она захлебнулась. И здесь начинается консолидация и новый набор позиций с целью, видимо, все-таки новогодний ралли нас ожидает. Опять же, обращаю ваше внимание, при пробитии ключевых поддержек, вот этот весь рост, он захлебывается и идет просадка. По DAX, кстати, цель для просадки вполне может быть 12200, а то и 11500. Но пока вот эта просадка, она не сработала, идет проторговочка, которая вполне может привести к дальнейшему росту. Сегодня движение и того в пределах нуля, там немножко небольшой минус он показывает. Но тем не менее, то, что нету вот такого бурного развития, вот этой разворотной формации, указывает на то, что скорее всего идет консолидация на хаях. Так, друзья, далее нефть. Но смотрите, нефть у нас не удержалась. Поэтому сейчас вот идет борьба за уровень 43. Если будет сейчас повторный пробой 42,8, то по нефти мы уходим вот сюда, вот в этот диапазон. Сейчас вполне может здесь формироваться разворот. Если не будет пробоя 42,8 добития, то мы отсюда разворачиваемся и идем гулять вот здесь в этом диапазоне. Так, друзья, далее золото. Смотрите, но вот сейчас идет попытка закрепления выше 1882. Если она успешно завершится, то уже, ну если не сегодня, то в понедельник нас ждут новые высоты, возврат на 1905-1907. Если мы сейчас не удержимся, то у нас развивается корректировочный откат по факту пробития 1882. Цель этого отката будет уйти на 1872. А вообще как бы золото достаточно бодро здесь смотрится. Так, друзья, далее рубль-доллар. Ну смотрите, вот мы все-таки пробили эту планочку, он сейчас закрепляется вот в этом диапазоне 77-35, 77-75. Но здесь по сути речь идет, что у нас возник восходящий тренд. Ближайшая цель, где этот тренд может развернуться, она скорее всего находится вот здесь вот, в этом диапазоне 78-16, 78,3. Но судя по 4-часовику и часовику, высока вероятность того, что мы сейчас будем находиться в консолидации между вот этой рыжей и желтенькой линией, и какое-то время здесь будем торговаться по образу и подобию вот этого фрагмента. Если сейчас все-таки пойдет коррекционный откат и будет пробито 77,2, 77,15, то мы можем испытать краткосрочное укрепление рубля, цель которого будет движение на 76,85. Мне кажется, такой сценарий маловероятен. Скорее всего, мы завершим день либо вот здесь, в этой проторговочке, либо поднимемся и закрепимся на 77,8, 77,95. Это наиболее вероятное движение. Так, друзья, далее Сбербанк. Ну, тут видите, Сбербанк начал проседать с хаев, а Газпром начал расти. Братья-акробаты, двое из ларца, в один вкладывают, из другого достают. Так, ну смотрите, здесь у нас по дневкам разворотная формация, и вот самое ближайшее время, если будет пробитие 242, 240, закрепление вот в этом диапазоне, под ним даже, вот сюда, то мы по Сберу, скорее всего, уйдем сегодня либо в понедельник на 235, вот сюда, в этот диапазон. Если такое происходит, то мы либо длительное время болтаемся в этом коридоре, ну как длительное, дни, может быть недели, либо мы его пробиваем и уходим, у нас цель движения будет 227-230. Если мы сейчас удерживаемся выше 242, вот в этом диапазончике 242-245, это очень был бы хороший знак, и он означал бы, что скорее всего в понедельник, во вторник отсюда последует новая волна роста с целью отработать 256, 273, ну а там дальше уже посмотрим. Вот на мой взгляд эта бумага, она в общем-то при более или менее благоприятном раскладе, она просто может показать чудеса роста, чудеса движения наверх. Вот. И те процессы, которые происходят, они как-то вот Сбербанк, он все время, то ли руководитель там такой очень хваткий, я там
объективно просто анализирую, какие действия предпринимает Греф. Порой он делает достаточно экстравагантные заявления относительно макроэкономической ситуации. Вот. Но мне кажется, что он, наверное, все-таки зачем-то эти заявления делает. Вот. И поэтому как бы при дальнейшей проверке и анализе оказывается, что в том, что он говорил, был глубокий смысл и дело великое, большое для Сбербанка. Так, ну и вот 4-часовик, мы как раз подошли вот к этому значению. Здесь даже на 4-часовике не 240, 242, здесь немножко как бы пониже, 238. Вот здесь этот проходит уровень. И в самое ближайшее время либо здесь формируется отбой и движение к верхней границе на 245, или же здесь, если сейчас возникает пробитие, то мы уходим. Ну, первая цель у нас будет вот этот небольшой такой промежуток. Вот. По сути у нас здесь разворотная формация. И эта разворотная формация, она завершается движением на 227-230. Если она срабатывает. Так, друзья, далее вопрос был по Яндексу. Ну, смотрите, Яндекс, он так же, как и все, начал пытаться отскакивать. Конечно, у него есть далеко идущие планы, которые находятся в районе 3000, потом 2600. Но, видимо, пока на фоне общей эйфории и ожиданий новогоднего ралли, вот он сейчас здесь пытается закрепиться, дневной таймфрейм. Соответственно, у нас, если не возникает пробитие 4650, вот здесь у нее есть определенный уровень, то вот эта вся конструкция указывает на то, что в ближайшее время все-таки, ну, может он, конечно, двинуться на 5070, но здесь как бы вот эта вот формация, которая была, она, конечно, движение это надломила. Поэтому не знаю насчет движения в район 5050-5100. Вот, но сейчас мы посмотрим более короткие таймфреймы. Так, ну вот 4-часовик у нас вполне указывает, что цель 4995, ну 5000, давайте не будем премудрствовать, просто 5000, на 5000 он вполне может отскочить. Как он сходит на 5000? Для этого он должен пробить 4800. Пробой этого уровня очень быстро его унесет на 5000 ровно. Вот. Это не происходит, если идет пробой уровня 4650. Но какой здесь есть момент? Если такой задеркой пробой будет, он может спуститься вот сюда, какое-то время здесь проторговаться и потом отсюда выскочить, сходить на 5000. Вот у него здесь вырисовывается окончательная картина, когда весь рост будет сломан. Это в том случае, если он пойдет вниз и пробьет 4450. Вот если здесь будет пробит уровень, вот эта вся конструкция превращается в обвальное падение. Пока у него остался шанс для задерга, но особого потенциала роста, там 5100 и так далее, я в нем сейчас не наблюдаю. Так, друзья, далее детский мир, по нему спрашивали, недельный таймфрейм, детский мир, акция мечта спекулянта. Почему мечта спекулянта? Потому что фрифлот вроде бы сейчас по имеющимся данным либо 100%, либо близко к 100%. Когда такая ситуация, то и все акции гуляют по рукам, это создает масса возможностей для маневра. Так, ну вот недельный график у нас немножко здесь застопорился, и он как бы указывает на то, что вполне в ближайшее время может быть отбой движения к нижней границе на 111. Но исходя из дневного графика, здесь ситуация следующая. Если у нас не будет пробоя в ближайшее время 114,5, то есть если мы удерживаемся в этом диапазоне, высока вероятность, что отсюда произойдет рывок, и цель этого рывка будет движение на 124,5-125. Вот сюда, вот к этим значениям. Если вот здесь вот будет пробой, то мы уходим вниз. Первая цель движения, ну там 111, и потом, соответственно, 108 и далее по списку. Вот, сейчас здесь наметился небольшой негативный отрицательный тренд. И этот тренд реализуется вот при пробитии указанных уровней. На самом деле, как бы эта бумага, она, ну, можно сказать, праздничная, новогодняя. И поэтому все-таки, если рынки не положат, то вполне вероятно, что эта бумага покажет рост, ну, хотя бы на 125 отсюда. Все, друзья, спасибо за внимание.